Это Таро-прогноз для знака зодиака Дева на январь 2024 года. Вышла карта достижений, но посмотрим, чего достигнут Девы в январе, что хорошего с вами произойдет в этом месяце. Итак, у меня в руках колода «Лучезарное солнце». Вы находитесь на моем канале Татьяна Мин «Красота Таро». Я астролог и таролог, и я раскладываю карты по моему астрологическому методу. Я достаю 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет Дев в январе 2024 года? Первая карта. Эта карта отвечает за взаимоотношения. И здесь, возможно, вы будете очень с ревностью какой-то относиться к вашему партнеру. Неважно, кто смотрит этот расклад, мужчина или женщина, это расклад для всех людей, для всех возрастов. Итак, здесь у нас Марс в Скорпионе. Марс в Скорпионе – это всегда активная энергия, желание, страсть. И здесь изображена измена и возмездие за эту измену. Но это не значит, конечно, что в вашей жизни ваш партнер вам изменит или вы ему. Но, возможно, будут у вас какие-то острые ситуации, когда вам надо будет выяснить отношения. Либо вы можете вспомнить какие-то моменты из прошлого, за которые вы в обиде на своего партнера. И, возможно, у вас состоится диалог на эту тему. А может быть, кто-то и действительно захочет отомстить своему партнеру. Но в самом плохом варианте, конечно, это может быть разоблачение вас. Но это только первая карта. Мы сейчас будем открывать все другие карты, брать еще советы из других оракулов, чтобы узнать, что здесь может быть для вас, девы. Прекрасная карта выходит в секторе финансов и интимной жизни. По этой карте, если вы хотели что-то запланировать относительно финансовых вопросов, то здесь ответ «да». Возможно, это деньги из другой страны, либо какие-то связи с иностранцами, в том числе с государственными структурами. Это могут быть деньги, которые вам выплатит государство, может быть, как-то, все что угодно здесь может быть, какие-то, может быть, даже освободят вас от каких-то налогов, пошлин, да, либо это какие-то подарки, может быть, это работа, о которой вы мечтали, и это работа, например, в сфере туризма, либо заключение контракта с какими-то партнерами из другой страны. Может быть, это ваше уважение среди коллег. Коллеги начнут вас больше уважать, вы станете лидировать в какой-то должности, вы получите новый проект. Может быть, вас отправят в другую страну для того, чтобы вам нужно будет продвигать вашу работу как-то. А также, конечно, на более бытовом уровне это может быть отношения с партнером интимные из другой страны. И это может быть человек, который как-то покровительствует вам, помогает вам финансово, потому что эта карта еще и таких вот интимных и одновременно финансовых взаимоотношений тоже. Но это удача в сфере финансов определенно. 3-9 сектор. Здесь у нас такая карта, которая называется счет, или такой естественный отбор, я бы сказала. И здесь прекрасное положение для этой карты, потому что здесь Меркурий в знаке Девы. Меркурий в знаке Девы прекрасно чувствует себя на оси 3-9 сектор. Это ось общения, учебы, каких-то новых знаний. И здесь такое впечатление, что к вам будет поступать много каких-то информационных контентов, много информации, может быть, много людей, новостей, даже сплетен. Может быть, вы захотите подписаться на какие-то новые паблики, форумы, может быть, будете читать какие-то новые книги, либо просто, я даже не знаю, что здесь может быть, это очень-очень широкий сектор новых знаний, новых навыков, умений. Может быть, вы будете изучать что-то, какие-то науки. Может быть, это будет связано с природой, с животными.
И вы расширите таким образом свой кругозор. Вообще вы как будто бы будете очень заняты. Скорее всего, вам будет поступать очень много какой-то информации. Может быть, это какие-то компьютерные онлайн, интернет-технологии. И буквально вас захлестнет, вас завалит этой информацией новой. Может быть, это какие-то поездки, дела, суета какая-то вокруг вас. Может быть, к вам приедут какие-то братья, сестры. Может быть, будет много общения с соседями. Но здесь вы точно не останетесь в одиночестве. Мне кажется, что у вас будет очень много людей вокруг вас. Или же, например, это ваши домашние животные, потому что здесь все равно Дева отвечает за домашних животных, да, может быть, каким-то образом они войдут в вашу жизнь, или вы занимаетесь ими по профессии. Может быть, кто-то напишет книгу или начнет вести свой блог вместе со своим домашним животным, или рассказывать другим людям, да, как нужно управлять с этим. То есть это какой-то расчет. Также, конечно, эта карта еще может означать, что вы будете строго подходить к выбору людей, которые находятся в вашем окружении. Вы захотите, может быть, общаться только с кем-то, кто вам нравится, или кто приносит вам какую-то пользу информативную. Но у вас это в январе не получится. Почему-то здесь все равно будет вокруг вас много всякой неразберихи, даже хаоса, и из этого хаоса вы захотите понять только самую суть, самое главное, то, что вам нужно. И как бы вы ни хотели, может быть, оградить себя от какой-то лишней информации, это не получится, потому что будет очень много всяких новостей, не знаю, может быть, что-то случится в вашем городе, в вашей стране, и вы будете много-много собирать разных слухов. Карта организации, здесь опять Меркурий в Козероге, это просто прекрасно. И мы видим здесь опять животные, да, поэтому, может быть, действительно многие девы будут работать как-то в сфере, связанной с животными, или помогать животным. И здесь организация вашего труда, организация на работе. Может быть, у вас меняется начальство, меняется состав вашего рабочего коллектива, либо вы что-то меняете на работе как начальник сам и вносите какие-то новые реорганизационные моменты. Может быть, даже меняется название вашей фирмы, вашего того места, где вы работаете. И вообще это может быть, кстати, новая работа для некоторых. Здесь что-то пойдет по-новому в ваших карьерных делах, достижениях. Ну а вообще, если у вас было много работы, много дел, каких-то забот, в том числе и дома, в домашней жизни, вам как будто бы нужно будет больше организовывать, расставлять все по полочкам. Может быть, вы займетесь ремонтом, генеральной уборкой, архивированием каких-то старых данных. То есть организация процесса, здесь все, что с этим связано, и в этом секторе, 4-9 сектор, это просто прекрасно. Может быть, вы будете помогать вашим родителям организовать их жизнь, и тоже они потребуют от вас какой-то особой заботы. Может быть, это организация вашего семейного древа, когда вы будете все по полочкам расставлять, кто чей отец, прадед и так далее. Поэтому здесь у вас будет много, скорее всего, забот, дел. И это хорошая карта, потому что в этом секторе означает, что у вас будут к этому все возможности и желания тоже. Сектор социальной жизни, 5-11 сектор, и здесь выходит Марс в Близнецах. Опять же, это стихия воды, общение. И опять же, возможно, девы будут очень активными в какой-то социальной жизни. Опять это новая информация, какие-то группы, коллективы, друзья, встречи с друзьями, поездки куда-то, какие-то игры. Может быть, вы будете принимать участие в играх, в соревнованиях. Может быть, ваши дети будут там принимать участие, если для вас это актуально. Ваши дети могут заниматься какими-то логическими дисциплинами. Может быть, они пойдут на шахматы, либо вы как-то совместно с вашими детьми будете чем-то таким заниматься. Но Марс в Близнецах это еще и какой-то расчет. Опять расчет, заметьте, и здесь у нас был расчет в социальный сектор, и здесь как будто бы вы пытаетесь что-то выгадать для себя, какую-то ищете постоянно, как-то систематизировать хотите вашу жизнь.
Может быть, кто-то здесь действительно удаляет себя из социальных сетей, убирает от себя каких-то людей. И, может быть, действительно многие девы хотят общаться только с теми людьми, которые вам полезны. Действительно, вот такой вот расчет в людях происходит у дев в январе. Вполне может быть. 6-й, 12-й сектор – это как раз ваш сектор. И здесь выходит Луна в рыбах. Это очень хорошо, потому что ваша интуиция может улучшиться. Опять же, животные здесь, посмотрите. Может быть, карты говорят о том, что вам нужно больше бывать на природе, больше общаться с животными, либо просто даже благотворительную какую-то помощь оказать животным. И это вам как-то поможет, вы сами станете более энергичным от вот этой благотворительности, экологичности. Может быть, вы примете участие в каком-то экологичном проекте и так далее. По этой карте, конечно, вы начнете слышать лучше себя, свое тело. Здесь даже не нужно обращаться к врачам, вы как будто бы сами будете знать, как вам себя исцелить, как вам себе помочь. Может быть, вам будут сниться какие-то вещи, сны, в которых в этих снах к вам могут приходить животные, с вами могут разговаривать, поэтому прислушивайтесь к тому, что вам приходит во сне. Просто вот любые интуитивные знаки какие-то. Ну и это может быть еще какая-то творческая энергия по Луне в рыбах. Может быть, вы займетесь медитацией, какими-то другими духовными практиками, все, что связано с природой, с естественной жизнью. То есть ничего не нужно химического, ненатурального. Больше стремитесь к природе, к животным, и тогда у вас здесь будет больше энергии, потому что 6-й, 12-й дом – это энергия. Может быть, вообще кто-то из дев будет в отпуске в декабре. Тогда тоже эта карта очень благоприятна для вас, для того, чтобы провести где-то отпуск. Может быть, это будет отпуск где-то у воды, на побережье, где-то в более теплой стране, да, видите, здесь зеленое дерево. Поэтому в целом расклад неплохой для дев. Но давайте дополним вот эту карту, потому что здесь у нас была карта ревности и мести. Очень страстная карта. Что она может означать для вас? Конечно, это общий расклад, и я даю несколько вариантов. Берите только то, что сходится с вами, с вашей жизнью, что наиболее близко к вашей жизни сейчас. Но, конечно, если вы хотите более детальный расклад только для вас, то это должен быть индивидуальный расклад. Итак, что означает эта карта? Независимость. Здесь у нас выходит Луна в Водолее. Но здесь может быть какая ситуация? Например, ваш партнер или партнерша переходят какие-то границы, которые вы не дозволяли им переходить. По крайней мере, вам может так казаться. Потому что скорпионы, они любят глубокие такие интимные взаимоотношения. Они любят контролировать своего партнера. А, например, Водолей, да, и Луна Водолей – это какая-то независимость. И вам не хочется отчитываться перед своим партнером, где он был, где находился, с кем общался, да. И здесь может возникать, конечно же, ревность, потому что если вы молчите и не рассказываете что-то, то это могут возникать вопросы такие к вам дополнительные, да. И может казаться, что вы обманываете или что-то не договариваете, да. Может быть, это вы и правда не договариваете, а может быть, это просто так из-за разности каких-то характеров получается именно так. Поэтому здесь, скорее всего, кто-то претендует на независимость в отношениях, а кто-то, наоборот, хочет контролировать, и из этого есть вопросы недопонимания в партнерских отношениях. Что скажут нам карты из колоды Moonology? Какой совет дадут для дев на январь 2024 года? Ну, первая карта – это Луна без курса. Луна без курса обычно не приносит каких-то конкретных результатов. Если вы что-то начинаете серьезное, то не всегда это может сбыться быстро, либо вообще удастся вам сделать и довести до конца.
А здесь карта полной луны, то есть это какие-то эмоции. Но полная луна, опять же, даже не вышла здесь какого-то определенного знака зодиака. Поэтому, скорее всего, в декабре девы, ой, простите, в январе девы будут заниматься текущими делами, да. Я не думаю, что здесь будут какие-то новые, совершенно новые начинания. Здесь, скорее всего, вы будете заниматься текущими делами, как-то процеживать людей в своем окружении, решать вопросы с вашими партнерами. Может быть, кто-то настраивается на волну Вселенной, идет в отпуск. То есть в целом это такая текущая спокойная жизнь, и даже, наверное, рекомендуется не затевать каких-то сильных больших перемен еще пока в январе 2024 года. Вот такой расклад для вас, девы. Возьмите только самое лучшее отсюда. Я желаю, чтобы у вас сбылись все ваши мечты и желания, которые вы загадали себе на Новый год. До встречи на моих новых видео. Татьяна Мин, Красота Таро. Всем пока.